Это чудо. За 25 секунд мы делаем человека зрячим. Лазер может выжечь глаз. Потерять зрение невозможно. Никак. А если все-таки человек дернет глазом? Пациент этого не чувствует. Никаких ощущений нет вообще. Стоимость коррекции по 20 цене тысяч маникюра дешевле. По цене маникюра. Это настолько быстро, что человек не успевает понять, что происходит под лазером. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская. И, как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о настоящей роскоши для современного человека, для человека, который живет в 21 веке. И говорю я об остром зрении, о зрении, как у орла, о зрении, которым может похвастаться далеко не каждый человек. Сегодня мы узнаем, может ли гимнастика для глаз, БАДы, витамины, какие-то специальные продукты питания действительно улучшить ваше зрение, а также поймем, что за методика способна за 9 секунд вернуть вам зрение или сделать его гораздо лучше и эффективнее. У меня в гостях сегодня доктор-офтальмолог, хирург Татьяна Юрьевна Шилова. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Шилова, офтальмолог, хирург, профессор, доктор медицинских наук, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения Relax Smile. Понятно, что мы все живем так или иначе, с годами замечаем, что как-то я хуже стал видеть вдаль, может быть, мне к офтальмологу сходить. А бывает такое, когда человек резко теряет зрение. Из-за чего это может случиться? Когда человек резко теряет зрение, речь не идет о проблеме с оптикой. Вот то, что вы показали в начале, это, как правило, близорукость, астигматизм, какие-то такие хронические проблемы, которые не являются даже болезнью, а можно сказать такой аномалией оптики, которую мы можем легко исправить, в том числе в течение сейчас 8-9 секунд. Но острая потеря зрения, она всегда сопровождается какой-то серьезной проблемой. Либо анатомической проблемой, либо сосудистой, либо воспалительной. То есть это всегда повод обратиться к офтальмологу буквально в течение нескольких часов после появления этой проблемы. Например, острое нарушение кровообращения в системе зрительного нерва или на сетчатке. То есть это сродни инсульту в головном мозге или инфаркту сердца. То есть помощь должна быть оказана в течение нескольких часов. И, допустим, несколько дней это уже очень много, и зрение у человека не восстановится. Такое состояние, как отслойка сетчатки, например, она протекает, конечно, не сиюминутно, не часы, но несколько дней тоже очень важно. Поэтому вот такие проблемы с острой потерей зрения – это скоропомощная проблема, получается. Которые касаются больных людей. Не коррекции зрения, очками это не исправишь. Это нужна, как правило, либо серьезная терапия, либо серьезная хирургия. Поэтому основной посыл, который должны услышать наши зрители, то, что если у вас замечены какие-то симптомы потери зрения, не обязательно полной, пусть частичной, это касается появления чего-то в поле зрения, выпадения какого-то кусочка поля зрения или, например, темных пятен, что угодно, искр и так далее, обязательно нужно идти к офтальмологу. Именно к офтальмологу. Это не сосудистые хирурги, не терапевты. Мы записываемся к офтальмологу и идем? Да, это именно к офтальмологу, и обязательно, конечно, комплексная диагностика. Это не такой беглый осмотр с узким зрачком, когда посмотрели шабэ, ты видишь, и на этом все закончилось. Тут, конечно, прямо комплексная диагностика, которая позволяет вычленить вот эти серьезные проблемы. Друзья мои, а прямо сейчас я призываю каждого из вас написать в комментарии, если у вас проблема с минусом, какой минус у вас? 1,5, 2, может быть, минус 6. И, естественно, нам интересно знать, как вы с этим живете. Пользуетесь ли вы очками или контактными линзами? А может быть, вы уже задумались об операции? Но я знаю, Татьяна Юрьевна, пока наши зрители пишут, что сегодня очень много есть методик, и вот о них я хочу в первую очередь поговорить. Это и, специальные тренажеры Бейтса, которые гарантируют людям возвращение зрения. Это и специальная гимнастика для глаз. И сегодня я хочу тоже поговорить о БАДах и о еде для восстановления зрения. Может ли специальный тренажер для глаз восстановить зрение, вернуть хорошее зрение глазу?
Но если мы говорим об оптике глаза и об изменении самой анатомии глаза, будь то близорукость или дальнозоркость или астигматизм, то, конечно же, нет. Никакими упражнениями это сделать невозможно. Такой рекламный трюк в виде упражнений Бейтса, и сейчас очень много авторов, которые, реклама которых рассчитана на доверчивого слушателя, читателя, который, в общем-то, верит в такую чудесную таблетку, чтобы вот выпил, позанимался и стало лучше. Действительно, есть комплекс упражнений, который частично может расслабить мышцу внутри глаза и дать возможность видеть лучше с каким-то средством коррекции, например, или же в детском возрасте мы назначаем аппаратное лечение или курсы в домашних условиях, тренировки этой мышцы. Но можно сказать, что изменения, которые происходят при напряжении этой мышцы, это минимальные изменения оптики. То есть это совсем чуть-чуть. Вот, допустим, исправить даже уже -1, -2 невозможно никакими средствами. Я объясняю это, как будто вот у тебя есть длина руки. Можешь ли ты силой мышцы сделать руку короче или длиннее? Конечно же нет. Это рассчитано на такого, я бы сказала, не очень интересующегося темой, а больше поверхностного и такого доверчивого человека, который боится хирургии, боится каких-либо вмешательств и рассчитывает на такое легкое решение проблемы. Потому что люди боятся операции, да, и, возможно, этот страх у кого-то оправдан. Но, тем не менее, упражнения мы все же рекомендуем делать людям для того, чтобы расслаблять мышцы глаза. Безусловно, и для профилактики. Особенно это важно в детском возрасте и для людей, у которых большая зрительная нагрузка. Конечно, мы не только оптические средства коррекции используем, но еще и гигиена зрения в виде увлажнения глазной поверхности, определенной паузы в работе. Каждые полчаса нужно посмотреть вдаль. Мы знаем это правило 20-20-20, 20 футов это 6 метров, каждые 20 минут нужно посмотреть в течение 20 секунд. Условно, каждые полчаса подняться и хотя бы полминуты посмотреть вдаль для того, чтобы мышца не напрягалась. Вот это очень важно. Это важно всем, независимо от возраста, независимо от даже характера работы. Но это не исправит основную проблему с оптикой. Друзья мои, я напоминаю, что у нас уже есть первый выпуск с Татьяной Юрьевной, где мы подробно рассказывали о том, какие упражнения необходимо делать и как часто. И действительно, гигиена зрения – это так же, как гигиена полости рта. Вы каждое утро и каждый вечер чистите свои зубы. Позаботьтесь о своих глазах тоже. Почему бы и нет? Мы же и зубы, и глаза любим одинаково. Хорошо, поехали дальше. Есть такая история, что якобы черника, морковь и специальные таблетки, секретные таблетки, которые продают только на этом сайте, они точно помогут лучшей операции. Я хочу спросить у вас, почему это не работает? Почему не работает? Потому что, опять же, если есть изменения анатомические, то никакие таблетки и БАДы, конечно, не исправят длину глаза, не сделают хрусталик прозрачным или не восстановят внутриглазное давление. Есть анатомия, которая нарушена. И простыми такими путями, конечно, изменить ее невозможно. Но мы даем иногда действительно препараты с концентрированным содержанием лютеина, зеоксантина, различных таких коферментов, которые способствуют работе сетчатки. Но чаще всего у возрастных пациентов, у которых возникает такая трофическая проблема с внутриглазными такими средами. И тогда человек, принимая хронически эти препараты, потенциально, может быть, замедляет развитие возрастных заболеваний сосудистых, связанных с изменениями сетчатки. Это дистрофии типа атрофической формы дистрофии. На самом деле, когда мне задают вопрос, работают ли эти препараты, я говорю, что почти как святая вода. Но для многих очень важно чувствовать, что человек активно участвует в лечении собственном. То есть, если человек пришел к доктору, и доктор ничего не назначил, это плохой доктор. Он точно будет ходить от места к месту, где найдет препарат, который ему назначит, и у человека будет создаваться впечатление, иллюзия, что все хорошо. Поэтому, скорее всего, эти препараты не вредны, но переплачивать и искать что-то чудодейственное на сегодняшний день точно не нужно. Если мы и научимся, а скорее всего так и будет, изменять, например, поворачивать вспять катаракту. Многие говорят, я капаю
Ну, совершенно разные вещи, даже не будем называть, какие вещи иногда капают в глаз. Чтобы, не дай бог, никто не Чтобы, капнул. не дай бог, никто не капал. Но найти можно совершенно от чудовищных до самых простых, там алоэ, мед и так далее. Хотя это тоже капать не нужно. Но такие рекомендации, они как бы больше вредны, чем полезны, потому что не дают возможности назначить правильное лечение, сроки терапии, хирургии нарушаются. И тогда, когда мы можем оказать помощь своевременную и получить хороший результат, человек занимается самолечением. То есть можно сказать, да, все это не вредно, вот эти советы и БАДы, но они не излечивают. И если есть проблема серьезная, то они, в общем-то, вредны в том плане, что нет своевременности обращения за медицинской помощью. Итак, если мы говорим о профилактике тех или иных проблем со зрением, да, будь то миопия, катаракта и так далее, все что угодно, мы говорим о том, что комплекс гимнастики, да, возможно, какая-то еда, какие-то добавки, пожалуйста, принимайте, так же, как святая вода, это все работает. Третье, что-то есть у нас обязательное. Вот, например, ежегодное посещение офтальмолога, даже если ничего не беспокоит. Ну, конечно, обязательно ежегодное посещение офтальмолога, мало того, ежегодное посещение терапевта, потому что многие люди не чувствуют артериальное давление, не знают о наличии диабета, например, ранний атеросклероз, а глаз же часть сосудистой системы, это часть мозга, вынесенная на периферию, то есть, в общем-то, глаз страдает от всех сосудистых заболеваний одновременно с организмом в целом. И поэтому, если у человека есть вот такие сопутствующие заболевания, то глаз может быть первичным органом-мишенью, даже на старте. И вы можете не знать о проблемах, потому что что-то находится вне зоны, которой вы смотрите. Находится на периферии, вот при диабете, например, или там при атеросклерозе, а мы по глазному дну. А глаз так устроен, что это как зеркало всего организма. То есть это единственный орган, где мы на живом организме видим, в каком состоянии находится ваша сосудистая система. И мы можем найти те проблемы, которые заставят обратиться к терапевту. И то же самое терапевт, эндокринолог, кардиолог, он обязан послать к офтальмологу, чтобы после осмотра глазного дна понять, а как же вживую обстоит дело с сосудистой системой? О сахарном диабете мы говорили очень много с Ольгой Юрьевной Демичевой, разбирали 5 неочевидных признаков, по которым можно понять, что сахар ваш повысился. Если вы еще не смотрели этот выпуск, обязательно переходите в подвальчик, смотрите его, задавайте вопросы. Татьяна Юрьевна, ну а сейчас самая интересная часть, наверное, сегодня вообще для меня уникальная возможность зрителям нашим рассказать об этом эксклюзивном интервью, потому что я знаю, что вы стали первым в России хирургом, который не только сделал операцию на новой установке лазерной, буквально за 8-9 секунд вы вернули человеку зрение, но и вы показали всему миру, как эта операция действует. Давайте поговорим об этом. Сначала расскажите, что такого уникального в этой установке, что не было до нее ранее? Эта установка – это новый лазер для коррекции зрения. То есть предыдущая версия этого лазера давала возможность сделать коррекцию методикой SMILE. И если 10 лет назад мне приходилось аудитории российской, и не только аудитории пациентов, но и докторов, убедительно рассказывать, что эта технология работает, что она классная, а заключается она в том, что по старинке лазерную коррекцию делали, как правило, последние годы методикой LASIK или FemtoLASIK. То есть вот у нас есть такая книжечка, сейчас покажу. Я уже даже не говорю о старых, я даже не буду говорить о старых методах, когда выпаривалась вся поверхность роговицы. Это было давно, мы сейчас это используем, но только в исключительных случаях. Но стандартные методики предполагали формирование вот такой вот крышечки. Вот такая вот крышечка, она прямо вот так вот открывалась, лазер выпаривал кое-что, то есть был и термический эффект, и запах даже был вот такой паленой ткани. И крышечка накрывалась. Крышечка никогда не прирастала. Поэтому для многих профессий вот этот метод LASIK был в целом противопоказан. То есть человек, если планировал становиться, например, летчиком или военным, он не мог сделать коррекцию этим методом. Но проблема еще в том, что вот эта крышечка, не прирастая, делает роговицу слабой, тонкой. И возникали осложнения, которые характерны были именно вот для технологий с крышечкой. Плюсом было, конечно, довольно неплохое быстрое заживление. Скажем, мы говорили, кто-то говорил месяц, кто-то говорил 3 месяца, но все равно это было довольно быстро.
И вот методика Smile, которая была у нас... Это эволюция уже, это получается, вот то, о чем лазерной я, коррекции. то, что я сейчас попробовала и показала всему миру, и российским, конечно, офтальмологам в первую очередь, вот на конференции с международным участием по технологиям хирургии катаракты. Эта методика Smile заключается в том, что мы ничего не режем. И специальный лазер вот такую создает 3D-линзочку в толще тоненькой роговицы. Роговица это у нас вот, даже я покажу сейчас, вот у нас тут и глаз есть. Вот роговица это вот эта наружная оболочка, и как бы она сама имеет совсем небольшую толщину, всего 500, скажем, микрон. Это очень тонкая часть, прозрачная. И вот лазер уже в этой тонкой части формирует такую линзочку, которую хирург извлекает. Выглядит это почти вот так, через маленький вход. Чем меньше, конечно, тем лучше. Хирурги, многие, кто не очень хорошо владеет этой технологией, делают по несколько входов, 2 на всякий случай. Я никогда не делала 2 входа, у меня всегда он самый маленький. Если есть возможность сделать 2 мм, конечно, надо делать через 2 мм, это залог качественного зрения в послеоперационном периоде. Но смысл, что вот хирург вот так извлекает, и все, и глаз остается нетронутым. То есть нет вот этого лоскута да, огромного, нет резов, Угу. конечно, вход маленький, не перерезаются нервные окончания. Вот этой методикой можно скомпенсировать минус 0,5, например, от минус 0,5, а есть люди, которым это нужно, и минус 0,5, до 10 диоптрий. И плюс еще астигматизм в 5 диоптрий. То есть считайте по сфероэквиваленту минус 12,5. Это огромная величина. Это люди, фактически живущие в средствах коррекции. Они могут за 9 секунд сейчас с помощью технологии Smile, но Pro. Почему это классно? Когда я говорю о скорости, вот Smile стандартный, уже сейчас мы говорим, это стандартный Smile, он длился 25 секунд. Я говорила, представьте, один глаз 25 секунд. Это чудо, за 25 секунд мы делаем человека зрячим. Сейчас эта технология длится всего 8,5 секунд, 9 секунд. Это настолько быстро, что человек не успевает понять, что происходит под лазером. И когда я делала коррекцию 25 секунд, я успевала поговорить с пациентом. Вот он лежал, я говорила, вот сейчас вы смотрите на зеленый огонечек, кое-что, у меня хоть была какая-то пауза для общения. А сейчас вот я не успеваю ничего сказать, все, технология закончилась, ты прогладил роговицу, то есть это настолько быстро, что в час можно, оперируется 6-8 пациентов. Это феноменально быстро, но скорость не главное в этом лазере. А главное то, что для того, чтобы сделать точно эту коррекцию, требуется определенное мастерство. Для того, чтобы вот у нас такая есть... такая трубочка, к ней присоединено оптическое стеклышко. И вот это стеклышко, оно, во-первых, имеет очень гладкую, точную форму, вогнутую, она повторяет форму роговицы, и в этом большой плюс. Так вот, это стеклышко ставится на глаз, и пациент этого не чувствует. Никаких ощущений нет вообще. Никогда. Это совсем не болезненно. Вот это очень важно сказать, что когда человек смотрит, условно, на через это стеклышко, то процедура длится всего 8 секунд. И последние 3-4 секунды появляется легкая дымка. Дальше хирург проглаживает, и мы получаем вот этот нужный для нас результат. И как бы старая, я уже сейчас говорю старая, она, конечно, не вышедшая на пенсию, но тем не менее старый модуль лазерный, он выглядел как прибор МРТ. И на самом деле даже аналоги, которые сейчас пытаются повторить успех вот этого лазера, тоже выглядят так, как большая рамка, которая накрывает пациента. И вот это задвигание под как будто МРТ вызывало некую панику. Так вот, новый лазер, он выглядит как робот. То есть полностью цифровизированный, с несколькими камерами, он помогает. Мы покажем нашим зрителям, как это. И у него руки, ноги, и пациент с открытым пространством. И при этом вот это стеклышко, чтобы поставить, лазер точно дает место, куда хирург должен поставить. Почему люди боятся идти на хирургию? В целом, могу надеть контактную линзу, могу очки в конце концов надеть. То есть боятся хирургии, потому что боятся потерять зрение. Так вот, этот лазер позволяет сделать так точно, что вообще невозможно. В опытных руках, конечно, безусловно, потому что наличие лазера не гарантирует вам, как машина, да, которая, как Феррари.
Вот, да, Феррари тебя довезет очень быстро в нужное место, но надо уметь управлять этой машиной. И вот здесь точность, самое главное, безопасность, я ставлю это на первое место. А на третье место, конечно, скорость тогда уже. Татьяна Юрьевна, ну то есть наш зритель что должен понимать? Что благодаря современным технологиям он действительно находится в безопасности. Безусловно. Потому что действительно очень много есть убеждений у людей относительно лазерной коррекции, и мы о них, я надеюсь, сегодня поговорим. Но для начала вы простите мне мою медицинскую безграмотность, но когда вы рассказывали о методике Smile, вы вытащили вот эту интересную штучку. Это что такое? Это у нас в глазах вот это вот? Да, это этот слой роговицы. Я даже вот, наверное, покажу вот так. У нас вот, если мы возьмем вот этот глаз, откроем его, ну, потому что мы его не открываем во время этой процедуры. То есть это просто, чтобы вы лучше видели. Работаем мы вот только в роговице, вот в этом тонком слое. И если раньше вот так вот крупная компрессия была, ну, то есть давление повышалось и срезался тонкий лоскут на поверхности, то сейчас вся вот эта тонкая линзочка вырезается внутри вот этой роговицы. То есть это слой собственной роговицы, который нам нужно убрать. А для чего вы его убираете? Потому что роговица имеет, ну, близорукий глаз так устроен. Близорукий глаз со астигматизмом и даже с дальнозоркостью. Надо сказать, что люди с плюсом смогут на вот этом Smile Pro, ну, это, скажем, новая версия машины, VisuMax, так называемый 800, смогут корректировать даже дальнозоркость, чего нет вообще ни у кого. То есть близорукость, да, вроде уже стало понятным, но дальнозоркость – это тоже еще один модуль. У нас, короче, наш глаз вот при неком дефокусе, при аномалии, да, оптики, так устроен, что изображение попадает не на сетчатку. Почему-то. Потому что, ну, близорукий глаз перед сетчаткой попадает, дальнозоркий позади. Ну, короче, чтобы человек хорошо видел, точка фокусировки должна быть на сетчатке. Она у нас почему-то вне сетчатки. И изменить же глаз мы не можем, сжать, разжать не можем. Поэтому мы можем работать в роговице. И мы можем менять ее кривизну. Мы можем делать ее более выпуклой, более вогнутой, или там более, как говорится, при астигматизме в одном месте более выпуклой, в другом более вогнутой. И вот как раз вот эта трехмерная модель, линзочки, которая формируется, извлекается через 2 мм. То есть у нас при близорукости уплощается роговица, например. Вот в этом задача лазера, собственно говоря, и всех методик лазерной коррекции. Хорошо, значит, наша с вами задача удалить этот слой для того, чтобы там ничего не осталось, и, соответственно говоря, человек стал из-за этого лучше видеть? Да, чтобы изменилась оптическая сила роговицы, и фокус попал на сетчатку. Поняла, хорошо. Давайте тогда мы сейчас расскажем нашим зрителям, почему лазерная коррекция зрения на самом деле эффективнее, чем очки или контактные линзы. И для того, чтобы сильно не расплываться, давайте вот топ-3. Ну, очки – это хороший способ коррекции, но прежде всего, потому что очки – это дополнительное средство, которое можно потерять, которое может запотеть, которое мешает обзору, которое не всегда дает полную коррекцию. То есть, в общем-то, это неудобно. Это как, ну, когда-то наш Святослав Николаевич Федоров, академик, говорил, что очки – это костыли для глаз. И сейчас даже не модно носить очки. Говорят, а у тебя что, денег нет, чтобы сделать коррекцию, что ты в очках-то ходишь? Ну, потому что все настолько безопасно. Но это, конечно, высокотехнологичные операции, они, соответственно, стоят, конечно, подороже, чем невысокотехнологичные, безусловно, но тем не менее. Поэтому это удобство. Это удобство и для людей, ведущих активный образ жизни, это удобство для людей, занимающихся определенными типами профессий, да и в целом для человека это удобно. Второе – это дешево, это дешевле, чем покупать каждый месяц контактные линзы, чем в течение жизни это вообще в несколько раз, да, на несколько порядков. Говорится, дешевле, чем долговременная вот такая перспектива. Очки тоже, астигматические особенно, это тоже дорогой способ коррекции. А для девочек и вообще очки это часть, это часть имиджа, поэтому их, как правило, очень много там и так далее. Ну, а третье – это безопасность, потому что если мы говорим, очки могут повреждать, могут разбиваться, да, даже при вождении автомобиля там, и так далее, то есть они могут быть травмоопасными, своим-то глазом лучше же видеть. Вот.
Вот. А контактные линзы, ну это вообще самый опасный способ коррекции. Мы видим такие тяжеленные осложнения, причем человек говорит, ну я же 10 лет ношу и все хорошо. В этом-то и опасность, что как раз случается у тех, кто 10 лет носит, утрачивается чувство опасности только потому, что все же 10 лет было хорошо. На самом деле мы считаем, что контактная линза имеет свой срок жизни, и человек носит ее там 10-12 лет, все, пора делать лазерную коррекцию, потому что даже самая хорошая контактная линза вызывает трофические нарушения в роговице. Иногда настолько серьезные, что только смайлом мы можем делать коррекцию. То есть резать крышку уже невозможно, потому что так вросли сосуды, что все кровит при вот этой коррекции. Вот. Поэтому вот 3 фактора. Это и удобство, и безопасность, и безопасность в кубе, да, составляющая. получается? То есть, конечно, у меня 3 дочки, 2 дочкам я сделала лазерную коррекцию смайл. То есть, если бы я в нее не верила, я всем своим родственникам, которым нужно было скорректировать зрение, и дочка, которая сама офтальмолог, говорит, что мам, это лучшее решение в моей жизни. Поверь, каждое утро вставать, надевать контактную линзу, это было совсем неудобно. Дело уже даже не в эквиваленте денежном. Человек почему не хочет делать коррекцию? Как правило, страх. У нас есть, кстати, 10 страхов, мы о них сейчас поговорим, но прежде я хочу у вас уточнить, ведь лазерная коррекция зрения на сегодняшний день, например, в нашей стране, в России, не считается медицинской процедурой, она считается косметической процедурой. То есть даже тем людям, у кого зрение -3, -4 и -5, врачи не назначают лазерную коррекцию. Почему? Она на самом деле считается косметической, потому что есть средство коррекции, такое как очки или линзы, и человек может видеть свои максимальные строчки столько, сколько позволяет видеть сетчатка. Поэтому по ОМС эти операции не оплачиваются, но они не оплачиваются нигде в мире. Есть только одна страна в Скандинавии, где оплачивается, но при близорукости выше 10 диоптрий. То есть это считается уже как инвалидизирующее, да, там, где человек не может обходиться без каких-то средств коррекции, не живет. Поэтому у нас это всегда платная операция. И потом, почему мы говорим, что это косметология? Потому что, в целом-то, жить можно и с очками. Но вот так вот можно жить. У меня Красный свет один светофора. пациент, лет, наверное, 10 назад, и он пришел на коррекцию. Мы всегда узнаем, зачем вам нужна коррекция, какие потребности зрительные. И он сказал так, если тюрьма, если война, нужно своими глазами видеть. И сейчас большое количество пациентов, которые говорят, да я должен знать, куда бежать, где наши, где не наши. Есть очень много тех, кто участвует сейчас в специальной военной операции на самом деле, и они приходят, и мы делаем им бесплатно эту коррекцию, потому что мы знаем, что это люди, которые на самом деле сейчас защищают нашу страну. Так что это важно, своим глазом всегда видеть комфортно и хорошо. И поэтому, конечно, если выбор между ты потерял контактную линзу, да, или ты плаваешь, ты в горах, у тебя, это неудобно. И, конечно, для людей, ведущих активный образ жизни, в силу своей энергичности или в силу профессиональных потребностей, безусловно, коррекция на сегодняшний день стала настолько безопасной и даже приятной, можно сказать. То есть нет дискомфорта эмоционального, ведь важен и физический комфорт во время этой операции, и эмоциональный комфорт. Поэтому здесь, конечно, я рекомендую коррекцию как для тех пациентов, кому эта коррекция показана. Потому что есть, к сожалению, люди, которые уже и финансово приготовились, и морально приготовились, пришли к нам, прошли исследования, и мы говорим, к сожалению, вам не показана лазерная коррекция, потому что она возможна только в случае, если роговица, я показывала это, да, как часовое стекло, такая она здоровая. Если роговица вдруг больная, а такое тоже может быть, и большинство, я думаю, наших слушателей может и не знать о том, что роговица больная, потому что если они проверяются только в оптике, простая проверка не позволит оценить здоровье роговицы. То есть нужны специальные карты роговичные, которые позволяют вычленить больной, здоровый. Если больной, там другие способы коррекции. Лазерная коррекция не показана. И мы идем по совершенно другому пути. Поэтому
для людей, которые носят сейчас там очки-линзы и задумываются о лазерной коррекции, я рекомендую пройти комплексную диагностику, чтобы понять, насколько вы хороший кандидат для лазерной коррекции, а потом уже принимать решение. То есть таких внешних симптомов, понятных для человека, не существует для того, чтобы понять, здоровая роговица или на больная? начальных этапах заболевания одинаково абсолютно. Заболевания роговицы проявляют себя ровно как обычная близорукость или обычный астигматизм. Мы сейчас будем переходить к самой такой сладенькой части нашего интервью, мифы о лазерной коррекции. Прежде я хочу вас попросить написать, что вы знаете о лазерной коррекции. Может быть, что пугает вас? Почему вы не идете на лазерную коррекцию? Что вы слышали, да, что лазер там выжжет вам глаза и так далее? А я расскажу, что действительно, когда у меня была такая ситуация, когда я поехала в очередное путешествие, взяла контейнеры для линз для своих, и тоже, вот как вы говорите, ну я же 10 лет ношу, ну ничего не будет. И совершенно случайно, просто... Так случилось, что вот те правила гигиены я выполнила не все. И когда мой глаз стал заплывать вечером и болеть, как будто в нем тысячи миллиарды острых иголочек, и тогда же я написала вам, и мы с трудом нашли в этой стране капли, я думала, что это, я не знаю, это конец моей жизни, наверное. Поэтому, безусловно, тот человек, который столкнулся с этой проблемой, я уверена, задумывается о лазерной коррекции. Но его беспокоит 10 мифов. Собрала все, что видела, Так, значит, поехали. в интернете. Поехали. Лазер может выжечь глаз. Ну да, лазер может выжечь глаз, если вы выбираете методику ласик. Потому что там именно это и происходит. То есть лазер и выжигает он глаз. и выжигает, да. И вот выжжет ли он столько, сколько нужно, или не столько, зависит от того, насколько опытному хирургу вы пришли. Поэтому да, лазер выжигает, но внутрь глаза не проникает. Работает, как правило, на поверхности. То есть либо под этой крышечкой, либо полностью на поверхности. Но для того, чтобы не было вот этого запаха, не было выжигания, не было термического ожога, нужно выбирать смайл. Смайл не выжигает, это другая энергия, это инфракрасный лазер. То есть он по другому принципу работает. Ну, то есть мы что должны понимать? Что лазер и должен выжигать, но степень вот этого ожога необходимо контролировать при помощи опыта и метода. Все верно, да. Но лучше не выжигать, лучше выбирать те способы, которые не выжигают роговицу. А к каким последствиям может привести то, что человек, ну там, по неопытности, по незнанию выбрал не тот метод или не того хирурга, он ослепнуть может, например? Ну, полностью, наверное, потерять зрение невозможно, но сильное снижение зрения возможно. И бывает так, что обычными там очками или линзами после этого корректировать зрение невозможно. Возникают такие осложнения. Либо там, ожоги, которые к помутнению роговицы ведут. То есть, есть ряд серьезных, тяжелых осложнений, которые как раз связаны вот с воздействием вот таких вот лазеров. Во время операции можно почувствовать, что вот что-то не так, что-то, по-моему, лишнего там мне выжигают? Нет, невозможно, но это только если человек панически, да, вот так это воспринимает эту процедуру. Нет, это все как раз, все осложнения чаще всего случаются в долговременной перспективе. Или хотя бы, не во время операции, скажем так. Чтобы что-то пошло не так во время операции, это нужно прямо, совсем выбрать, совсем не того хирурга, совсем не ту клинику. А такое может быть, потому что если посмотреть запрос по лазерной коррекции, вы можете увидеть стоимость коррекции по цене 20 000 дешевле. По цене маникюра, вот качественного, один глаз. И вот я всегда удивляюсь и думаю, как же человек считает, что должно быть качественно. Это же глаз, но, видимо, не все мы настолько хорошо понимаем степень важности зрения и, наверное, не сильно информированы. Дешево не всегда сердито, друзья. Поехали дальше. Значит, что еще останавливает людей? После операции, говорят люди, зрение все равно упадет. Зачем же мне делать тогда операцию, тратить деньги, нервничать из-за этого? Хороший вопрос. Так. На самом деле, если говорить, опять же, о ласике, а вы не понаслышке знаете, что ласик, как правило, действительно дает регресс так называемый. То есть это откатывание результата. То есть вот вначале человек получил какой-то результат, через пару лет видит, что-то стало уже опять, не так хорошо видно вдаль, опять появился минус. Для смайла вот этот регресс менее характерен. То есть он тоже есть, и вот если мы говорим о количестве людей, которые требуют вот этого так называемого энхансмента, до коррекции, то это один глаз на 2000 глаз.
Действительно, такое бывает, и после смайла, конечно, тоже может быть. Почему? Потому что, например, человек делает коррекцию в очень раннем возрасте, и мы не успели проследить рост глаза. Конечно, я так не делаю, мы обязательно достоверно получаем несколько одинаковых измерений специальными приборами, чтобы удостовериться, что рост глаза остановился и близорукость не прогрессирует. Вот это очень важно. Вот в этом случае может быть. При очень высоких минусах, да, такое тоже бывает, как миопическая болезнь. То есть человеку уже там за 30, там ближе к 40, а у него глаз вот еще растет. И когда вы назвали минус 5, минус 6, мне кажется, это совершенно маленькие цифры. Бывает и минус 20, и минус 25. То есть бывают такие чудовищные цифры по близорукости, когда, в общем-то, приходится уже не лазерную коррекцию использовать, а другие способы коррекции. Вот, поэтому нужно понимать, что, скажем так, у опытного хирурга риски по повторной докоррекции, они настолько малы, что это, представьте, вот 1-2 глаза там, на 2000 глаз, и при этом хирург обязательно вам об этом скажет до того. Ну и насколько я знаю, повторную лазерную и коррекцию можно сделать докоррекцию, делают, безусловно. Да. И она тоже разными способами. И я очень хочу прямо обратить внимание, что после смайла количество способов намного больше, чем после ласика. И вот об этом не знают или иногда искусственно скрывают те доктора-офтальмологи, хирурги, которые занимаются только предшествующим способом коррекции. Поехали дальше. У нас 3-й и 4-й миф. Я, наверное, их объединю, а вы мне скажете, так это или нет. Есть девочки, которые не решаются на лазерную коррекцию, потому что им кто-то когда-то сказал, что нельзя до того, как будут естественные роды. Это вот третье убеждение. И 4-е, что якобы спортсменам тоже нельзя делать лазерную коррекцию. Так ли это? Нет, это не так. Для девочек можно делать до беременности, можно делать после беременности, никак не связано абсолютно. То есть совершенно это миф, который уходит корнями на десятилетия, когда делали совсем еще другими методиками. То есть можно делать независимо от того, будет у вас естественные роды, ЭКО и так далее. Мы говорим о всех современных методах сейчас? О смайле. О смайле. Давайте говорим о смайле, да, потому что вот это важно. И 4-е у нас спортсмены. Смайл подходит для спортсменов, для боксеров, для пловцов, для людей любых типов, потому что нет крышечки. А вот для других спортсменов не подходят технологии с крышечкой. Поэтому, если вы выбираете метод лазерной коррекции, приходите на смайл. Поехали дальше. Значит, следующее убеждение, что во время операции ни в коем случае нельзя дергаться, и уж тем более дергать глазом. Но ведь когда мы лежим на операционном столе, нам страшно, мы не под наркозом, мы иногда не можем контролировать свои движения глаз. Так ли это на самом деле? Крайне малый процент людей не может контролировать совсем, потому что мы же закапываем капли, замораживающие во время этой коррекции, поэтому человек не чувствует прикосновения в виде болезненных ощущений. Поэтому двигать глазом нет необходимости, это во-первых. Во-вторых, вот этот лазер, я показала вот эту вакуумную трубочку, он слегка ассистирует, он помогает человеку смотреть туда, куда нужно. И когда это было 25 секунд, это все-таки был такой промежуток, 25 секунд. Я вам скажу, сверху 25 секунд длятся совсем не столько, сколько снизу. Снизу, говорят, это кажется целая вечность. Поэтому, конечно, вот эта 8-9-секундная технология, она как раз и нужна для того, чтобы человеку было приятнее. 8 секунд точно можно посмотреть туда, куда нужно. То есть человек не успевает даже подумать, что происходит. Она как раз минимизирует вот этот страх пациента, что я посмотрю не туда, куда надо. Там на самом деле все предусмотрено для того, чтобы вы смотрели туда, куда надо. А в лазерах, которые сканируют, в предыдущих методиках, там есть еще и специальная камера, которая контролирует движение глаз. То есть все под контролем. Короче, вот основной вывод такой, что не переживайте, хирург все вам даст полный инструктаж, куда нужно смотреть, и вы никуда не подвинете. А если все-таки человек дернет глазом, что будет? Знаете, если сильно дернет, ничего не случится, а если он встанет и пойдет, во время, вдруг он решил подняться, конечно, процедура остановится. Она остановится, если сильное движение, лазеры, мы говорили уже, и камеры, есть и сканы, процедура останавливается, но вот эти лазеры, которые позволяют делать технологию смайл, другие не позволяют.
могут начать процедуру с того же места, где мы остановились. То есть человек не потеряет зрение, и конец света не наступил, мы безопасно закончим эту же процедуру. Просто она будет длиться там, в операционной вы проведете не 5 минут, а 10 минут, например. Угу. И я так понимаю, мы закрываем этим ответом следующее убеждение, что во время операции можно ослепнуть. Невозможно. Никак. Вот я прям, первые страхи приходят, говорят, чего вы боитесь? Говорю, потерять зрение невозможно. Никак. Как невозможно утонуть, если вы идете вот по дороге. Невозможно. Может ли отслоиться роговица во время лазерной коррекции зрения? Она такой, скажем так, когда мы делаем крышечку, то мы уже ее отслаиваем. Мы же отрезаем кусок. Да? Если мы делаем смайл, когда мы что-то формируем, мы тоже там формируем как бы слой, который, можно сказать, расслаивается. И я буду нечестной, если скажу, что только лазер, вот наличие лазера, клиника купила лазер, и теперь мы делаем все классно. Тут на самом деле не так. В смайле больше, чем в ласике, нужны навыки хирурга. То есть хирург также, во-первых, хирург должен быть как шахматист очень умным, чтобы правильно рассчитать все, что нам нужно. Он должен владеть эмоциями и управлять пациентом во время этой процедуры, четко давать команды настолько, что пациент мне говорит, вы строгая. Я говорю, я как пилот в самолете, вы должны, потому что чем четче ты объяснил пациенту, что происходит, тем легче ему выполнять эти команды. Ну и, конечно, ручная методика, когда ты проглаживаешь роговицу, чем нежнее это происходит, я прям чувствую самую тонкую линзу. Когда я говорю 0,5 диоптрий, это линза, которую нам надо извлечь, это 30 микрон, это половина толщины волоса человеческого. Представляете, это делается руками человека, то есть это не робот. Ассистенция только по точности помогает, а извлечение все-таки делает врач. Поэтому посмотрите на руки хирурга. Вот приходите, посмотрите, насколько... Женские руки, наверное, нежнее, как мне кажется, и все-таки эта технология такая, вот как вышивание крестиком, но прямо очень мелких объектов. Хорошо, у нас осталось 3 убеждения. После операции нельзя купаться и летать на самолетах. Если это так, то как долго? Знаете, после смайла все можно делать на следующий день. Прям все. Вот у меня говорят, а можно? Можно. А можно пойти в бассейн? Можно. Можно накраситься. То есть вы со следующего дня ведете 100% активный образ жизни, который вы вели до этого. И в этом еще один плюс, о котором мы не упомянули. Почему мы говорим для активных людей? Потому что ты вот сделал, через 2 часа ты можешь вернуться к привычным активностям. Вот девочка, которую я делала в живую хирургию, вот сейчас, она через 2 часа села за компьютер, то есть она даже не надевала темные очки. Вот этот Smile Pro, надо сказать, что такая энергия, которая еще более классная, нежели у предыдущего смайла. То есть как-то так оптимизировал Zeiss эту энергию, что человек даже не плачет, ему даже не хочется надевать вот эти солнцезащитные очки. Вот она говорит, нет, не надо, а я все вижу, можно. И она села до вечера, проработала за компьютером, в 9 вечера закрыла смену, написала все окей, все отлично. То есть настолько вот дружелюбный лазер. Вероятно, это убеждение сформировалось в тот момент, когда только появлялись, вот эти методики лазерной коррекции, и, безусловно, когда половина глаза там у вас открывается, когда открывается крышка, каждый хирург говорил, большинство осторожных хирургов говорили 3 месяца. Менее осторожные говорили месяц. Вам не летать, ничего не делать. Это, конечно, очень сложно. Еще один миф, можно я скажу, что говорят, после лазерной коррекции, если вдруг случился регресс, нельзя надевать контактные линзы. Ерунда. Если у вас было минус 10. 10-й. Я вас, представляете, а мы не договаривались. Нет. То есть я прям вспомнила, потому что очень часто говорят, те, у кого было там минус 10, вдруг случился там минус 0,5, говорит, я смогу потом надевать контактные линзы? Сможете надевать контактные линзы. После смайла нет же крышки, все, поверхность остается нетронутой. Даже если человек получает, не дай бог, удар в глаз, как угодно потер, все что угодно делает, ничего не случится. И 9-й миф, о котором мне очень хочется поговорить, честно говоря, именно это останавливает меня, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения, это то, что якобы после лазерной коррекции зрения мне пожизненно нужны будут капли от сухости глаз. Так ли это на самом деле? И почему все-таки люди, которые сделали лазерную коррекцию, я, честно, не знаю, каким способом, они на это жалуются? На самом деле, после лазерной коррекции,
если мы говорим о ласике, и тем более ФРК, это еще вот предшествующий метод, повреждались нервные волокна, они перерезались, и действительно иннервация роговицы восстанавливалась долго. Иногда это были месяцы, иногда это были даже годы. Вот было исследование 5-летней давности, и то не проросли все нервные окончания после вот этой крышки. При смайле, вот я показывала, да, что у нас, видите, не режется нервное окончание. То есть мы как бы работаем, вот этот слой, он находится под нервным сплетением. То есть мы его не повреждаем. Вернее, повреждаем только в линейном разрезе 2 мм. Это настолько маленький вход, что люди не получают синдром сухого глаза. Может испытывать человек некоторый дискомфорт в течение первого месяца после коррекции. И тогда мы специально даем увлажняющие капли. Но для смайла вообще не характерен синдром сухого глаза. И это еще одно преимущество, да, мы о нем не сказали, прямо не бойтесь, потому что смайл очень дружелюбен в этом плане. И ношение контактных линз как раз более опасно для синдрома сухого глаза. Создается иллюзия, что линзу надел, мне стало комфортнее. Однако это такая вот действительно иллюзия. И в конечном итоге контактная линза усугубляет вот это состояние. Поэтому нет, смайл не влияет на синдром сухого глаза вот такой долговременной перспективе. Ласик – да. И стоит подумать, делать, не делать, каким способом. Но надо еще сказать, что смайл для тонкой роговицы. Вот еще, вот я это не упомянула, что есть пациенты, которым много лет отказывали лазерной коррекции, потому что для методики вот ласик, да, вот который с крышечкой, они были неподходящими. И у меня есть много друзей и друзей, там, которые говорили, ну, к сожалению, я плохой кандидат, я уже до вас был, и мне сказали, у меня тонкая роговица. Я говорю, да подождите, у нас есть методика для тонкой роговицы, смайл более подходящий метод, потому что он сохраняет биомеханику. Нет крышки, и нет как бы ослабления биомеханической профиля. В 1,6 раза после смайла роговица толще. Поэтому еще вот одна категория пациентов, тонкие роговицы, есть смысл прийти провериться, и, возможно, то, что вам говорили много лет назад, оказывается уже мифом, и вы проходите мимо вот такой замечательной возможности видеть своими глазами. Да? Ну что ж, мы понимаем на самом деле сегодня что методики совершенствуются, что сегодня операцию на улучшение зрения может сделать практически каждый человек, даже тот, кому 10 лет назад врачи говорили о том, что нет, дружочек, это невозможно. Самое главное, что нам с вами нужно запомнить, это то, что наш организм уникальная система. И если вы собираетесь идти и корректировать что-то, то уж, пожалуйста, потратьте время на то, чтобы выбрать хорошего доктора, хорошую клинику, разобраться в проблеме. Почему, когда вы покупаете квартиры, машины, дома, вы просто изучаете всю поверхность этого вопроса, а когда речь заходит о вашем организме, вы доверяете первым попавшимся мифам из интернета или источникам. Друзья мои, пожалуйста, будьте внимательны в том, кого вы слушаете. Хотела добавить, что эти технологии самые современные, доступны в России. Это самое вот главное. Что важно, то есть мы все равно находимся впереди планеты всей. И разрабатывается российский лазер, который пытается повторить успех вот этого лазера. Так что ждем. Отлично, сколько ждать будем? Ну, я думаю, лет 5 точно будет. Ну, ничего страшного, мы подождем. Друзья, если остались вопросы, пишите. О здоровье глаз обязательно поговорим еще раз. Все, что вас интересует, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Татьяна Юрьевна Шилова, врач-офтальмолог, хирург, сегодня была в гостях у программы «На здоровье». Спасибо, доктор. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, друзья, не болейте. Пока.